Прекрасные, чудесные, замечательные достоинства гороскопа Скорпионы. Ну что, 25-й год. Будем с вами смотреть январь месяц и уже 2025 года. Да, конечно же, сразу, что смотрим? Какие показатели этого года? Талисман набирает обороты. Или талисман набирает силу. Талисман для вас – это Плутон. Плутон только одним единственным знаком управляет – это Скорпионами. Плутон окончательно ушел в знак зодиака Водолей, будет там оставаться в течение следующих 20 лет. И именно Плутон является талисманом. Плутон – это сама жизнь, которая выводит. И это понимание знает и чувствует очень хорошо только, конечно же, Скорпионы. Всегда полагаются на то, что жизнь выведет. Потому что трансформации, которые происходят с вами в течение всей жизни, вы к ним очень хорошо адаптированы. Вы понимаете, что все равно из любой ситуации я поднимусь, как птица Феникс. Еще будут смотреть и думать, ну надо же, ничего его не берет или там ее не берет. Так выглядит хорошо. Вроде как-то столько по жизни было трансформаций, а вот это и есть Плутон, который держит своих скорпионов в тонусе. Итак, талисман набирает оборот, талисман набирает силу. Январь месяц для чудесных, роскошных, шикарных достоинств гороскопа Скорпионы. Ну что, конечно же, давайте посмотрим. Управитель, а у вас их два, также очень мощный, сильный, это Марс. Марс тоже что Марс? Это жизнь, это кровь, это энергия. Посмотрите, два управителя, которые показывают просто на саму жизнь. Ни без того, ни без другого. Марс – это энергия. Утром подняться – это что? Это Марс. Ты поднимаешься – это Марс. Внутри все кипит, все бурлит, эликсир жизни дает. Кто? Марс. Вот и посмотрим, где и как себя два ваших управителя. От этого будем отталкиваться и посмотрим остальные аспекты, которые отражаться будут в течение этого месяца. Ну, Марс находится во Льве, до 6 числа находится во Льве, и он ретроградный, потом сделает петлю, вернется в знак зодиака Рак, долго будет находиться в ретрограде, вернется, только потом вернется обратно в знак зодиака Лев. Это довольно-таки длинная петля, долгая петля, потому что до июня месяца, а только в июне месяце дальше будет делать транзит в знак зодиака Дева. Но вот этот весь транзит Рак идет в знак зодиака Рак, потом возвращается опять к Львам. Вот такой транзит. И вот такая длительная, долгая ретроградность. Ну что сказать, по такой ретроградности для скорпионов это талисман набирает оборот, подкрепляясь вот этой ретроградностью. Выводы сделал какие-то, отношения какие-то, все, их окончательно закончил, потому что, как правило, Скорпион редко возвращается в отношения, которые уже состоялись. И если Скорпион расстался, он вычеркивает из своей жизни, страницу переворачивает. И очень редко, когда Скорпион еще дает один шанс. Может дать шанс
для того, чтобы закончить эти отношения, все равно закончить так, как по правилу самого Скорпиона, так, как он хотел. Поэтому все, что нам несет ретроградность по Марсу, может принести не только личного характера какие-то прошлые отношения. Это может привести, кто-то вернется активно в спорт, кто-то вернется активно в какую-то деятельность. Вот чем-то занимались, может быть, ну, строили, что-то строили и оставили, кто-то пристройку делал, кто-то что-то на даче достраивал, кто-то дома какой-то ремонт, и на каком-то этапе оставили эту затею, перерыв какой-то сделали. Вот могут вернуться вот эти дела, где нужна активность, где нужно действие, и начнете это, закончите этот процесс. Кто-то задумал переезд. Марс – это тоже энергия такая, которая тебя на движение, на передвижение делает. Возможно, будут переезды, передвижения какие-то. Ну, думал ты, я перееду туда, или перееду в другую страну, или перееду в другую квартиру, или перееду в свой дом. Ты планировал, ты делал. Вот это может к тебе вернуться, ты можешь завершить этот процесс, потому что очень удачно будут складываться все, что будет возвращаться с прошлого, все, что связано с действиями, у тебя будет очень и очень удачно. Если ты, например, каким-то бизнесом занимался и на каком-то этапе видишь, что остановился, не идет, нет уже такого, нет такой активности, вернешься, можешь опять вернуться. И, кстати, очень хорошо набирать обороты будет опять у тебя твой бизнес. Ну, это вот возьмем мы по Марсу. А что мы берем по Плутону? Плутон еще только в нулевых, еще даже не в первом градусе. Уже приближается, пока в нулевом, но приближается к первому градусу в знаке зодиака Водолей. И что делает Плутон? Плутон сделает очень красивые два соединения. Он знакомится, Плутон, то есть начинает набирать вот эту силу. Плутон – это талисман жизни. Вот начинает только знакомиться. В первых до 11 градуса это очень сильные градусы Плутона, по которым большие показатели успеха, удачи, везения, шанса. И сделает два роскошных соединения. Соединение – это когда Плутон находится в Водолее, и туда к нему пришла какая-то планета. Она только зашла. В данном случае зайдет Солнце и зайдет Меркурий. И зайдет Меркурий. Меркурий зайдет в самое настоящее новолуние. Первое новолуние этого года. Об этом, обо всем, потому что это будет в конце месяца. Давайте подробно начнем с самого начала. И еще раз вернемся к вашему талисману, то есть Плутону, управителю. Солнце будет находиться в знаке зодиака Козерог до 19 числа. С 19 пойдет в знак зодиака Водолей. И это для вас Солнце будет находиться в секторе вашего близкого окружения. Солнце – это наше эго. Это наше эго, то, которое самое уязвимое. Для Скорпиона самое уязвимое эго состоит из двух частей. Это все, что связано с сексом, и все, что связано с финансами. Это очень уязвимое. Все остальное профессионально, дети, социально, это и само собой, но самое такое уязвимое у каждого свое. Вот для Скорпиона это вот эти вот две вещи. Так вот, Солнце, которое находится в Козероге, Солнце Солнце собранное, сдержанное, конкретное. То есть ты встречаешься со своими
очень близким окружением и члены семьи. Это могут быть братья, сестры, это могут быть дети, родители, очень близкие друзья, которым ты доверяешь. Скорпион доверяет друзьям до немножечко до рубашечки, до кофточки. Дальше никого не пускает. Но тем не менее есть такой круг друзей, которые довольно-таки близкие. Так вот это вот Солнце – это именно то, что делает в твоем окружении. Ты решаешь какие-то абсолютно жизненные, актуальные какие-то вопросы по поводу переезда, по поводу покупки, по поводу… Кстати, если кто-то захочет у вас, например, попросит у вас занять деньги или вы, может быть, попросите, то именно для вас вполне можно это сделать. Всем остальным не рекомендуется в этом месяце все, что связано с финансами, с кем-то это делить. А Скорпион очень удачно может сделать, может занять, может оплатить, может вложения какие-то сделать, потому что в очень хорошей позиции находится сам Плутон. Так что вполне может быть покупка автомобиля, продажа может быть такого же автомобиля, какая-то срочная, быстрая потребуется операция, легкая, маленькая, ну что-то как-то немножечко какое-то хирургическое вмешательство. Всегда, когда Солнце находится в таком положении, то вполне может быть вот какое-то вмешательство и забота, и уход ближайшего вашего окружения. Дальше что мы смотрим? Лилит, я о ней даже говорить не буду, потому что скорпионы настолько игнорируют сплетни, наговоры, хитрости, конфликты. Особенно, если тебя кто-то на это провоцирует. Скорпионы не реагируют сразу, не реагируют моментально, не подцепит, никак не подобраться Лилит, никак не подобраться, и тем более она у вас стоит в очень таком закрытом положении. Кстати, скоро перейдет, вот когда Лилит перейдет к вам, будем про это говорить. Это очень интересный аспект. Дальше что у нас Солнце делает? Солнце сделает очень красивое секстиль с Сатурном. Секстиль с Сатурном – это для вас авторитет. Всегда кто для Скорпиона является авторитетом? Только он сам. Самый главный большой авторитет в жизни для Скорпиона – это он сам себе. И вот когда Солнце сделает такой красивый секстиль, это ты сам себе что-то собою доволен, что-то собою договоришься, что-то сделаешь, себе сам наметишь себе. Ты для себя авторитет, ты себе дашь какое-то слово. Избавиться от какой-то зависимости, избавиться от какой-то болезни. Договоришься с собой, что постепенно, потихоньку ты закончишь какой-то проект. То есть ты для себя такой становишься авторитетом. И этот секстиль показывает о том, что то, что у тебя было не закончено, ты это сделаешь только благодаря тому, что ты сам себе доказываешь, что я это должен сделать, и я это легко закончу. Доведу это до ума. Следующее, что еще какой красивый аспект делает? Очень красивый аспект делает с Ураном. Уран – это неожиданности. Уран находится в знаке зодиака Телец. На одной линии вы находитесь с Тельцом. И такое Солнце, которое делает тригон с Ураном, неожиданно, случайно, вдруг шанс, удача, успех, награда, победа, встреча. Следующее, что еще делает, очень красивый аспект сделает, секстиль сделает с Нептуном и в конце концов сделает соединение с Плутоном. И это все Солнце. Солнце, еще раз говорю, это наше эго, которое довольно-таки активно будет в январе месяце. И вы будете абсолютно всем довольны. События, которые будут происходить, ваше эго будет довольно. Вас радовать будут ваши дети, вас радовать будут встречи, дела. Вы сами себя будете радовать. Вы сами какие-то
достижения, которые сделал Скорпион, он сам становится этим доволен. Даже как-то чуть-чуть осознание приходит. Ну надо же, я все завершил в 2024 году. Я сделал, я добился, я переехал, я устроился на работу, я то сделал. Это какие-то победы и результаты, сам ты будешь доволен. А самая большая похвала для Скорпиона – это какая похвала? Когда ты сам собой доволен. Дальше что мы смотрим? У нас будет 13 числа полнолуние. Полнолуние будет в знаке зодиака Рак. И это полнолуние у вас, сейчас смотрю, в 9 секторе. Секторе обучения, образования, в секторе интересов. Тоже этот период заканчивается. Какого-то нового такого азарта в изучении или какого-то нового чего-то куда-то учиться, познания какие-то, завершается этот этап. На январь месяц таких планов не возникает, что а ну-ка пойду я где-то поучусь, а ну-ка я что-то должен какой-то экзамен сдать, я его не сдал, мне надо его закончить. Как-то этот период очень спокойно отпускаете. Это первое будет полнолуние в январе месяце, и оно в водной стихии, оно тебя расслабляет. Ты удовлетворен тем, как ты все дела, которые у тебя были, как они у тебя отпадают, они уже тебе либо сделаны, либо не актуальны. Следующее смотрим, конечно же, смотрим Меркурий. Меркурий – это мысли, это мысли, это мысли, это мысли. А куда мысль, туда жизнь. Мысль руководит движением, руководит Марсом. Я подумал, я проснулся, мне надо встать, и тогда ты встаешь. То есть сразу все равно, как ты только начинаешь выходить от сна, ты что делаешь? Мысль, сразу мысль. Что делает у нас Меркурий? Меркурий очень и очень активен. Меркурий будет находиться до 8 числа в Стрельце, затем идет до 28 идет в Козерог, затем идет в знак зодиака Водолей. И посмотрите, какие проходят дома у вас. 2, 3, 4. 2, 3, 4. До 8 числа очень успешно, удачно складываются партнерские отношения по Меркурию. И финансы, какие-то надбавки, какие-то премии, какие-то подарки, какие-то шансы именно до 8 числа, пока будет Меркурий в знаке зодиака Стрелец. В Стрельце Меркурий для Скорпиона несет подарки. Это не только могут быть и материального характера, это подарки могут быть сама жизнь принесет. То есть информацию, которую вы получите, это информация, которая такую даст Скорпиону уверенность. Это информация, которая подтверждает ваше. Вот я это чувствовал, что это так будет. Я понимал, что у меня уже пошел процесс, например, на выздоровление, или там у меня складывается хорошо. Я это чувствую, что вот у меня карьера пошла, и вы подтверждение это получаете. То есть то, что чувствую, потому что Скорпион – это всегда я чувствую. Скорпион не через голову и не через эмоции. Нет, какие эмоции? А Скорпион – это я всегда чувствую, и я вам всегда показываю это чувство где-то вот здесь. Я этим местом, это такое очень природное, такого животного характера. Я чувствую. Так вот, то, что вы чувствуете, вы получаете очень хорошие подтверждения через Меркурий. Затем, когда пойдет в 3 сектор, а потом в 4 сектор, это тоже события, которые приносит сама жизнь. Какие события приносит? Опять секстиль с Сатурном. Уважение, авторитет. Либо ты сам для кого-то являешься авторитетом, уважением, либо структура, от которой получаешь ты информацию или с кем ты коммуницируешь, это структура. Какие-то министерства, какие-то учреждения, где такого государственного масштаба, глобального, муниципального масштаба. То есть ты получаешь информацию, возможно, там ты будешь проходить, кто-то, может быть, тренинг какой-то будет проходить, кто-то практику там будет проходить, кто-то получает документ очень важный, нужный. Это может быть
на выезд, на переезд, это банковские какие-то структуры, финансовые. То есть что-то очень авторитетное. Документы собрать, послать, коммуницировать вот на таком уровне. Следующее, что у нас еще сделает, ну вот после 29 числа, это я вам попозже скажу, где будет Плутон. Следующее, что это, конечно же, секстиль, который сделает Меркурий с Венерой. Вот на этом немножечко хочу поподробнее остановиться, потому что здесь большую роль играет сама Венера. Венера будет находиться в знаке, с 3 числа будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Венера в Рыбах, и она там будет долго, весь месяц находиться. Венера в Рыбах – это ее экзальтация. Это ее экзальтация. То есть самое наилучшее положение Венеры – это Венера в Рыбах. И она у вас находится в 5 секторе. Секторы радости, удовольствия, наслаждения, удачи, успеха, любви, романтики. То есть в самом лучшем положении находится Венера. И Венера вот сюда вам аж на этот сектор, по этому сектору происходят эти события. И Венера делает красивые аспекты, начиная вот с Меркурия. По Венере это вот начинает работать этот талисман. Причем Венера сделает очень красивый соединение с Сатурном, Сатурн в Рыбках, сделает очень красивый тригон с Марсом, мужская, женская энергия, и роскошный секстиль с Ураном. Вот отсюда можем мы с вами плясать. То есть встречи, знакомства, отношения. Возникнуть на ровном месте может вспыхнуть какая-то любовь, появляются какие-то отношения. Вот это то, о чем я вам говорила в прошлых видео. Мой человек меня найдет. Вот так вот встречаешься, ни из чего, в магазин вышел, в поликлинику зашел, в храм посетил, на выставку. То есть в таких местах, где абсолютно ты вот так вот тебя выводит твоя судьба. Замешаны, посмотрите, Венера в роскошном расположении, получаете очень нужную, ценную информацию. И это вся информация личного характера. Личная жизнь как будто немножечко налаживается у тех, кто в поиске, те, кто еще не встретил человека, те, кто хочет встретить человека. Все остальные, кто в паре, кому это не актуально, у вас даже в паре могут возникнуть немножечко другой повышенный интерес, несмотря на то, что вы в паре, повышенный интерес друг к другу, проявляешь себя по-другому немножечко. Очень красивый сделает очень красивое соединение с Сатурном, и это тоже через уважение, через авторитет. У меня возникают чувства, у меня возникают отношения, мне только через авторитет. У Скорпиона, ну вот надо уважать, это тоже через уважение, потому что понравился человек, что-то внутри вспыхнуло, но как только открыл рот и что-то неправильно, что-то не то говорит, все, этот интерес абсолютно угасает. Поэтому здесь это соединение показывает о повышенном интересе. И тригон с Марсом. Что может быть лучше? Две энергии. Марс – это энергия Скорпиона. Сделает тригон – это гармоничный аспект, это встреча, это шанс, это романтика, это сильные чувства, это магнетизм. И с Ураном, Уран – это неожиданно, это случайно, это вдруг. Вот то мой человек меня найдет неожиданно, случайно вдруг. В дверь постучится, смс-ку отправит, телефонный звонок будет. Так, надо закругляться уже по времени. Дальше, что я еще хотела вам сказать, это полнолуние. Новолуние. Новолуние будет в знаке зодиака. Вот о нем тоже хотела сказать. Новолуние будет 29 числа. Будет в знаке зодиака Водолей. И в само новолуние соединение с Меркурием. Это очень мощное первое новолуние этого года.
Очень мощное, сильное новолуние. И для вас это новолуние в секторе своей семьи, в секторе своего очага, в секторе своей family. То есть ты делаешь здесь какие-то планы, ты делаешь какие-то перспективы. Здесь идет по наследству, здесь идет по недвижимости. У тебя какие-то начинают происходить определенные сдвиги в этом отношении. Если у тебя не было своей недвижимости, ты ее можешь приобрести, как-то соединить, вы соединяетесь, недвижимость туда-сюда, либо делите какую-то недвижимость, решаются какие-то проблемы, решаются вопросы, все, что связано с вашей семьей, все, что связано с вашими корнями. Очень сильное новолуние. И это новолуние связано также Плутоном. Плутон, который сделает в этот же день соединение с Меркурием. Меркурий – это информацию, которую ты получаешь, наиважнейшую информацию, которую ты получаешь. И эта информация очень личного характера. Но дальше туда, к 29 числу, будем об этом говорить поподробнее. Сейчас еще очень рановато. Ну что, мои хорошие, вот так плюс-минус складывается месяц, где талисман набирает обороты. Бесконечно вас всех уважаю, уважаю, уважаю. Жду от вас лайки, жду от вас подписку, поддержку, просмотры. Становитесь спонсорами канала, поддерживайте канал. С января месяца, с 2025 года немножечко изменим ситуацию на канале. 54%, которые смотрят без подписки. Все, кто смотрит без подписки, проверьте еще раз. Подпишитесь, поддержим друг друга и изменим чуть-чуть ситуацию. Ну и, конечно же, посылаю вам нашу формулу жизни. Счастье, счастье, счастье. Стержень, сила духа, позитив, философии жизни, несмотря ни на что. Обнимаю вас и люблю.